Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас второй видеоролик из цикла «История искусств». Предлагаю погрузиться в мир древнего Египта. Будет очень интересно. Перед началом не забудьте поставить лайк этому видео, поделиться с друзьями, вместе интересней. А теперь давайте начнем. В середине IV века до нашей эры возле реки Нил, Африка, образовалось государство Древний Египет. Условия его существования способствовали довольно быстрому развитию культуры и искусства. Искусство Древнего Египта было сакральным, то есть ориентировалось на потусторонний мир. То, что мы видим сегодня в музеях, было найдено в гробницах. Этапы развития искусства. Искусство Древнего Египта принято разделять на такие периоды. Первое. Искусство Древнего Царства. 32-24 века до нашей эры. Отличалось монументальностью, масштабностью и возвышенность форм, постоянством сложившихся норм, тесной связью с верованиями. В период Древнего Царства были возведены самые грандиозные сооружения. Великие пирамиды, Большой сфинкс, которые поражают по сей день. Искусство Древнего Египта было тесно связано с религией и мифологией. Все произведения искусства создавали по строгим правилам, канонам. В честь богов воздвигали грандиозные храмы. В скульптуре и живописи их изображали как в человеческом облике, например, солнечный бог Амон-Ра, властитель загробного мира Осирис, Исида, богиня любви и материнства, так и в виде животных и людей с головами животных, Гор в образе сокола, Тот, птица Ибиса, Анубис, шакал и другие. В отличие от иных культур Древнего Востока, египтяне подчеркивали в образах богов не устрашающие ужасные черты, а величие и торжественность. Фараонов почитали как живых богов. Искусство было ориентировано на потустороннюю жизнь. Египтяне верили в продолжение жизни после смерти, если будет сохранено тело. Искусство Среднего Царства. 21-18 века до нашей эры. Традиции сохраняются, но монументальность снижается. Произведения искусства начинают приобретать индивидуальность, активно развивается ювелирное дело. В архитектуре возникла идея равенства после смерти, что сразу же отразилось на технической стороне культа умерших. Он очень упростился. Стали излишней роскошью гробницы типа мастаба. Для обеспечения вечной жизни было уже достаточно одной стелы, каменной плиты, на которой были написаны магические тексты и все, что требовалось умершему в загробном мире. Значительные изменения в скульптуре происходят именно в Среднем Царстве, что во многом объясняется наличием и творческим соперничеством множества локальных школ, получивших самостоятельность в период распада. Стиль отличает большая доля условности и обобщенности, в целом типичная для скульптурных памятников начала эпохи. В дальнейшем скульптура приходит к более тонкой моделировке лиц и большей пластичной расчлененности. Раньше все это проявляется в женских портретах и изображениях частных лиц. Искусство Нового Царства. 17-11 века до нашей эры. Нормы утрачивают значимость. Традиционные формы дополняются элементами, передающими личностные переживания. Появлялись отдельные произведения искусства, показывающие человеческие чувства. В конце этого периода все снова вернулось к монументальному стилю, но он перестал быть таким естественным, как на первом этапе. Таким образом, египетское искусство в итоге своего долгого пути пришло к новым рубежам, но дальше его линия развития затухает. Последний прославленный завоеватель Рамзес II стал культивировать торжественно-монументальный стиль, который теперь уже не был таким органичным, как когда-то в Древнем Царстве. Пещерный храм Рамзеса II в Абу-Симбеле представляет собой заключительную вспышку египетского монументального гения. После Рамзеса последовала полоса тяжелых, длительных войн, завоевание Египта эфиопами, ассирийцами, утрата Египтом военной и политической мощи, а затем и культурного первенства. Особенности культуры. Известно, что культура Древнего Египта является одной из самых ранних. В конце IV века до нашей эры уже появилась древнеегипетская письменность,
Основным видом письма были иероглифы, которые наносили на камень или папирус. На древнеегипетскую культуру сильно влияла религия. Единого верования не было. В разных местностях поклонялись определенному божеству, признавая существование других. Специфическим было отношение египтян к потустороннему миру. Они считали, что человек должен быть обеспечен всем необходимым, вступая в загробную жизнь. Также существовал особый символ – анх, обозначающий вечную жизнь. На земле являлся сильным оберегом, а после – ключом к царству мертвых или бессмертию. Именно благодаря особенностям погребального культа сохранилось большое количество свидетельств развитости древнеегипетской культуры и искусства. Если говорить кратко о изобразительном искусстве Древнего Египта, то оно было представлено такими видами. Живопись. Изображения были яркими, поверхность для покраски предварительно обрабатывали, сверху покрывали лаком. Картины в основном должны были облегчить человеку загробную жизнь, изображая переход в потусторонний мир. Использовались простые линии и плоская проекция фигур. Скульптура. Наиболее строго соблюдались нормы, были установлены четкие правила передачи образов божеств и фараонов. Использовались цельные каменные глыбы, небольшие деревянные статуэтки могли передавать изображения простых египтян. Декоративно-прикладное искусство. Активно развивалось ювелирное направление. Различные формы придавали золоту, умели менять его цвет, украшения дополняли цветными стеклами и поделочными камнями. Современные драгоценные не использовались. Создан стекловидный материал – фаянс, из которого изготовляли керамические изделия и бижутерию. В древнеегипетском искусстве также активно развивались архитектура, была масштабной, но довольно однообразной. Применялись пирамиды, пилоны, усеченные башни пирамиды, колонны для строительства гробниц, дворцов, храмов, стены зданий украшали иероглифами и символическими изображениями. Литература в основном представлена религиозными и погребальными гимнами, текстами, стихами, биографиями. В Среднем Царстве добавились повествовательные произведения. Музыка. Основные инструменты – арфа и флейта. Позже добавились бубны, лиры, барабаны. Существовали профессиональные музыканты. Театр. Представления были массовыми, разыгрывались религиозные сценки, мистерии о борьбе добра и зла. Основные черты искусства Древнего Египта – это каноничность, символичность, геометричность, массивность, сочетание стилизации и натуралистичности в одном изображении, устойчивость традиций. На сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписаться на канал, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видеороликах. До скорых творческих встреч и пока-пока!